А если говорить о бизнесмене или инвесторе? В Аргентине рантье может стать бизнесменом или инвестором. Первичная консультация, где мы получаем все вводные данные от клиента. А какие ошибки со стороны заявителя могут способствовать продлению срока рассмотрения дела и задержке процесса получения ДНИ? Аргентина всегда открыта. Она открывает свои двери, чтобы принимать иммигрантов, когда мир нуждается в этом. Привет! В прошлом видео я встретилась с рантье Машей и узнала у нее о том, как она живет в Буэнос-Айресе последний год и о том, почему она выбрала Аргентину для получения резиденции. Если вы еще не видели этого видео, то сейчас оно появится с всплывающей ссылкой. Многие думают о том, что процесс получения документов по рантье очень долгий и сложный. Если и вы тоже считаете так же, или, может быть, вы знаете кого-то, кто придерживается такого же мнения, то ставьте лайк этому видео. В продолжении прошлого видео я организовала интервью с экспертом по иммиграционным делам и задала ему те вопросы, которые были интересны мне и, возможно, которые будут также полезны и вам. А также пообщалась с действующим юристом Иваном Владимировым, который сопровождает в процессе получения резиденции здесь, в Аргентине, в том числе по программе «Рантье». Контакты для связи с Иваном вы найдете в закрепленном сообщении под видео. Если вы готовитесь к переезду в Аргентину или уже находитесь здесь, возможно, для вас будет актуален вопрос аренды квартиры или дома в Буэнос-Айресе. Приглашаю вас на свой телеграм-канал, где вы сможете посмотреть некоторые варианты квартир или домов, ознакомиться с условиями индивидуального подбора квартиры или дома, а также по хэштегу «Наши новосела и отзывы» ознакомиться с результатами моей работы. Ссылку на телеграм-канал вы также найдете в закрепленном сообщении под этим видео. Добро пожаловать! Ну что, поехали? В ходе встречи с экспертом по иммиграционным делам мне удалось задать ему наиболее острые вопросы. По просьбе специалиста я не буду показывать его лицо. Прежде всего меня интересует, по каким критериям иммиграционная служба оценивает претендента на получение статуса рантье? Migraciones evalúa la condición de rentista. Под рантье понимается человек, который приезжает жить в Аргентину и имеет недвижимость в России или в другой точке мира, зарегистрированную на его имя. Рантье живет за счет этого дохода. А если говорить о бизнесмене или инвесторе? В Аргентине рантье может стать бизнесменом или инвестором. Инвестор отличается от рантье тем, что рантье является физическим, а не юридическим лицом. Таким образом, это физическое лицо, имеющее пассивный источник дохода за рубежом, который генерирует его доход. Хорошо. Тогда для семьи из 4 человек достаточно продемонстрировать пассивный источник дохода, равный 5 минимальным месячным зарплатам, чтобы вся семья получила статус рантье. Верно? Чтобы получить резиденцию в семье, например, из 4 человек, скажем, я буду говорить о традиционной семье, отец, мать и 2 детей. Лучше, если у обоих супругов есть пассивный источник дохода. В этом случае гораздо больше шансов продемонстрировать больший доход. Если же доход только у одного из 4 членов семьи, этого бывает мало. Когда мы в Аргентине говорим о базовой зарплате или о действующей установленной законом минимальной заработной плате, мы имеем в виду средний размер суммы, необходимой семье для жизни.
В Аргентине, когда мы говорим о семье, мы не говорим об отдельных людях. Мы считаем людей, которые работают, чтобы иметь возможность содержать семью. Потому что есть не один человек. В данном случае, если речь идет о 4 членах семьи, 4 людей арендуют жилье, питаются, обучаются, закупают одежду и товары массового потребления. 4 пользуются общественным транспортом и так далее. Следовательно, в случае с рантье речь идет не об одном человеке. В результате этого рантье должен продемонстрировать, что доход рассчитан на 4. Поэтому закон устанавливает требование, что этот доход должен быть не менее 5 минимальных заработных плат на человека, потому что это минимальный доход, который позволяет семье из 4 человек достойно существовать в Аргентине. Сколько времени занимает рассмотрение документов по программе рантье? Para cualquier trámite de erradicación, lo que indica también la ley, en este caso siempre hablamos de la ley de migración. При любой процедуре подачи документов мы ссылаемся на закон. В данном случае мы всегда говорим об эмиграционном законодательстве. В законе прописано от 90 до 180 дней. Это также зависит от количества людей, которые должны провести эту процедуру. Я приведу вам пример. Много лет назад была очень сильная эмиграция из Венесуэлы. Чем больше был поток эмигрантов, тем дольше время ожидания по процедурам получения резиденции. Потому как от увеличения эмигрантов больше специалистов в штате не становится. До сих пор еще 1000 людей ожидают решения по своим кейсам. И мы говорим о волне из Венесуэлы в размере 300-400 тысяч человек. То же самое может случиться и с гражданами России. Vos te puedes radicar como rentista y si vos acá conseguís un laburo, puedes laburar sin ningún problema. Иван, привет. Дарья, приветствую. Иван, получается, есть же финансовые критерии, по которым Аргентина, собственно, и выбирает, да, рантье. То есть даже не выбирает рантье, а она его подающегося, желающего легализоваться здесь по программе рантье, она, собственно, по финансовому критерию дает добро либо отказ. Что это за финансовый критерий? Да, абсолютно верно. Значит, критерии эти действительно существуют, и, в принципе, это основной критерий, по которому определяется, попадаем мы в эту программу рантье или все-таки нет. Сейчас законодательство Аргентины именно в этой части, оно достаточно мобильное, назовем это так. Гибкое. Да, будем говорить все прилично. Вот. До июня 2023 года это была определенная сумма. В июне Миграционес выпустила приказ, на основании которого эта сумма стала 5 МРОТ,
на каждого человека на 1 месяц проживания. То есть, ну, казалось бы, 5 МРОТ не очень большая сумма, но учитывая тот факт, что если, скажем, у нас переезжает и... Семья из 4 или из 5 человек? Да, мы умножаем это все на 5, эту сумму, и умножаем это на 4, на 5 человек, и это в месяц. По факту условия были поставлены таким образом, что они фактически были невыполнимы. При том, что на момент внесения этих поправок уже было большое количество заявок подано, и было непонятно, и не было никаких разъяснений законодательно дано, каким образом эти заявки будут рассматриваться. По старой системе, либо по новой системе требований. Здесь, конечно, возникли некоторые недопонимания и беспокойство, потому что вопросов появилось очень много, суммы появились очень большие, а ответов не было. И Миграсьонс не давал никакие комментарии по этому поводу. И она встала фактически программа вообще под опасность того, что в целом невозможно просто в ней поучаствовать. И... Удовлетворить этим требованиям. Да, удовлетвориться этим требованиям, абсолютно верно. Но благодаря усилиям, в том числе и российских граждан, и других профессиональных сообществ, которые находятся и держали руку на пульсе в Буэнос-Айресе, проводились несколько демонстраций, писались письма, и таким образом буквально недавно мы получили изменения в тех статьях, которые касались именно определения вот этих сумм, и изменения коснулись в части, что определяется сумма 5 МРОТ, она осталась неизменной, но только на одного рантиста. Соответственно, если вместе с рантье подается на программу его семья, жена, дети, то на каждого члена семьи не требуется увеличение этой суммы. Достаточно 5 МРОТ. Что для нас, конечно, стало большим подарком, потому что мы, собственно говоря, можем эти условия вновь соблюдать, и эта сумма в целом не такая большая. Но если конкретно говорить, да, на суммы на момент, когда мы записываем, фактически мы входим сейчас в декабрь, это составляет 5 МРОТ требования на рантиста, это 780 тысяч песо. Сумма, в принципе, в долларовом эквиваленте или там в рублевом, да, мы если переводим на российские рубли, она вполне адекватная и в целом соизмерима с той суммой, которая требуется обычной нормальной семье для проживания в месяц. Поэтому фактически это говорит о том, что двери открыты и Аргентина готова принимать новых российских резидентов. А какие возможные риски и сложности, с которыми могут столкнуться российские граждане в процессе получения резидентства в Аргентине? И, может быть, их как-то можно минимизировать? Минимизировать их можно. Значит, какие прежде всего особенности, какие риски могут быть? Главный риск, который происходит и который на практике мы получали, это плохо подготовленные сами документы. То есть это документы с отсутствием апостиля, либо, к сожалению, часто встречалось по кейсам, что это какие-то были фальсифицированные документы, и претенденты, которые планируют получать резидентство, им кажется, что эти документы не проверяются или не столь внимательно смотрятся, но, как показывает практика, сотрудники Миграсьонс очень внимательно проверяют все документы, и это делает не один человек. Соответственно, здесь важно на этапе подачи документов провести профессиональную экспертизу и понять, что действительно весь пакет соответствует тем требованиям, которые к ним предъявляются. Собственно, вот это главный критерий, потому что на первый взгляд, смотря на список этих документов и в целом на рабочие кейсы, которые уже прошли, кажется, что в целом все просто и все понятно. Но как только ты начинаешь проходить этот путь самостоятельно, возникают небольшие вопросы, тебе кажется, что они на самом деле не влияют
на процесс и не приведут к отрицательному результату. Вот. Но, к сожалению, такие ситуации бывают. Мы стараемся эти риски минимизировать. Если мы понимаем, что путь или конкретный кейс, конкретные вводные данные, которые нам дают, они рискованные и есть риск получения отказа, естественно, мы об этом клиента предупреждаем и совместно находим тот путь, который минимизирует эти риски и даст возможность рентисту как можно скорее и с наименьшими потерями, что называется, получить статус, за которым он туда едет. Иван, также один из, конечно, самых основных вопросов, которые мне задают и на которые я отвечаю, это относительно того, что является основанием для пассивного источника доходов. Это может быть недвижимость, это может быть вклад. Вот расскажи просто чуть подробнее, освети для тех, кто интересуется, что это может быть за недвижимость, какие документы подходят и все, что касается вкладов счетов. Прежде всего, основной момент, который применялся и источник подтверждения дохода, это была сдача недвижимости на территории Российской Федерации. Чаще всего это применялась квартира или несколько квартир, которые позволяли за счет заключения договора аренды получать тот самый пассивный доход, который мы можем показать в Миграсьонес и сказать, что ежемесячно у нас заходит определенная сумма денег, и ее достаточно для того, чтобы проживать на территории Аргентины. Помимо того, что это может быть квартира, это может быть и коммерческая недвижимость, это может быть сдача в аренду автомобилей или какой-то техники специальной. Тут, конечно, мы рассматриваем, исходя из той ситуации, которая есть по конкретному клиенту, исходя из того перечня недвижимости, который у него есть. Это первый вариант, который чаще всего применяется, потому что он понятен для Миграсьонес, он очевиден, то есть подводных камней там минимальное количество. И это физические объекты? Это физический объект, который вряд ли куда-то пропадет или с течением времени, пока рентист находится на территории Аргентины, вдруг перестанет приносить доход. Именно поэтому мы всегда рекомендуем идти именно по этому пути. Но это как бы не единственный вариант. Второй вариант – это получение дохода и финансирование жизни в Аргентине за счет денежного вклада, который находится в иностранном банке. Ну, в данном случае в российском банке. То есть это та сумма, обычно мы рекомендуем размещать и показывать Миграсьонес сумму, достаточную для проживания не только на первые несколько месяцев или на ближайший год, а на ближайшие 2 года, чтобы миграционная служба понимала, что сумма действительно достаточная и не возникнет такой ситуации, что они выдают резидентство, а в дальнейшем этой суммы не станет или не хватит для проживания семьи, которая приехала только. Поэтому это тоже рабочий вариант. И опять же, возвращаясь к твоему первому вопросу, кто же это такие? В основном это люди, которые такие счета имеют, и они без проблем покажут эти счета, где действительно суммы достаточны для того, чтобы проживать на территории Аргентины. Запрашивает ли Миграсьонес открытие счета в аргентинском банке здесь для рантье, которые уже получили прекарии и, соответственно, живут какое-то время здесь на территории Аргентины? Хорошо, что задала этот вопрос, потому что многие ошибочно предполагают, что они привезут в Аргентину выписку со счета своего в иностранном банке и дальше будут за счет каких-то других накоплений или других денежных средств пребывать на территории Аргентины, и Миграсьонес это вполне устроит. Нет, к сожалению, это не так. Важно продемонстрировать, что те денежные средства, которые ты получаешь в иностранном государстве, они заходят в банковскую систему Аргентины. Таким образом, естественно, ты должен иметь счет в банке, и прекария тебе дает такую возможность открыть этого счета, но
Здесь опять же есть нюансы, которые, наверное, я сейчас не буду углубляться, потому что займет достаточно большое количество времени. Но тем не менее, счет можно открыть. И помимо того, что его нужно открыть, туда должны поступать эти денежные средства. И в идеальном варианте мы должны показать всю цепочку движения денежных средств от первичного источника до счета конкретно уже в аргентинском банке. Соответственно, это тоже вопрос, который требует особого внимания и который решается юристами. Который решается не только юристами. И бухгалтерами в том числе здесь на территории Аргентины. Здесь важна именно связка как раз тех специалистов, что ты упоминала ранее, о том, что это не может только один юрист сделать из Российской Федерации. Обязательно нужны специалисты, которые находятся непосредственно на местах и с которыми мы работаем для того, чтобы эти проблемы решить. Да, это важный момент. Иван, получается, какую поддержку, если суммировать, да, все вышесказанное, какую поддержку и сопровождение ты предоставляешь клиентам в процессе получения резидентства в Аргентине по программе «Рантье»? Значит, если все резюмировать, то прежде всего поддержка заключается в том, что мы ведем клиента от первичного обращения до момента подачи документов в Миграсьонес. И, соответственно, в дальнейшем человек уже получает прекарию и далее получает ДНИ и статус резидента. Значит, в чем же заключается наша работа? Ну, первое, это, конечно же, первичная консультация. С чего начинается она? Первичная консультация, где мы получаем все вводные данные от клиента, где он рассказывает о том, какое имущество он имеет, вообще в целом, какой перечень документов у него присутствует, какое количество человек планирует к переезду и получению статуса рантье. Оцениваем эти документы и подбираем с клиентом наиболее подходящий путь, подходящий именно для него, минимальный по затратам и финансам, и в том числе затратам там, по времени для того, чтобы собрать и подготовить полный пакет документов. Это первый этап. Второй этап – это этап уже когда мы определили полностью состав документов, состав семьи, которые готовятся к переезду. Идет этап подготовки документов. Здесь опять же тоже есть различные варианты. Мы работаем либо в консультационном формате, и клиент самостоятельно собирает эти документы, мы проводим только экспертизу этих документов для того, чтобы они соответствовали всем требованиям. Либо второй вариант, что мы полностью берем на себя подготовку этих документов, то есть клиент, условно говоря, нам передает свой кейс, передает все вводные данные, и мы самостоятельно, наши сотрудники, грубо говоря, в ручном режиме готовит этот пакет документов, и перед отъездом из Российской Федерации вручается уже готовый пакет, который в дальнейшем будет подаваться в Миграсьонес. Собственно, эти два варианта оба рабочие и оба имеют место быть. Значит, после этапа сбора документов второй немаловажный момент – это сопровождение уже в процессе там, перелета, назовем это, и в процессе пребывания уже на территорию Аргентины. В чем же заключается наша поддержка? Это поиск жилья, потому что это один из факторов, который необходим для подачи документов, потому что необходимо подтвердить проживание, то есть это не может быть жилье, которое сдается неофициально или сдается там, условно говоря, там на Airbnb. Далеко не все объекты подходят для того, чтобы получить необходимые подтверждающие документы этого проживания. Поэтому это важный нюанс, в том числе и с тобой. Ну, я думаю, что ты, наверное, об этом сама тоже много расскажешь. Помогаем найти жилье не только подходящее по критериям, требованиям Миграсьонес, но чтобы оно соответствовало всем требованиям, которые есть у семьи, которая переезжает. Ну и сюда же входят элементарные вещи по первичному пребыванию в стране, потому что, конечно, вопросов возникает достаточно большое количество, не только для подачи документов, но и для комфортного переезда и получения там валюты, получения проездных документов
Ну и целый большой перечень вопросов, которые даже осветить тяжело, потому что буквально на каждом шагу, элементарно приехав в аэропорт, нужно понять, как вообще добраться до места, как вызвать такси, а стоит ли его ловить и так далее. Соответственно, это тоже мы с нашими партнерами делаем в комплексном сопровождении клиента. Соответственно, и когда семья уже прибыла в Аргентину и там обосновалась, то там уже специалисты, которые на местах находятся, готовится документ, который относится к аргентинской части. Как только эти документы получены, вместе с российскими документами сделаны переводы, сделана легализация этих переводов, эти документы уже подгружаются на портал миграционной службы, ну и таким образом, собственно говоря, человек переходит уже на финальный этап получения прикарии, ну и в дальнейшем получения ДНР. Угу. В случае, если от Миграсьонес в рамках сопровождения такого клиента поступают дополнительные запросы, там, пакеты документов дополнительные, да, если чего-то не хватает, какие-то уточнения, те же самые там запросы по открытию счета, по там, не знаю, в случае необходимости там открытия монотрибута и другие вопросы уже на этапе наличия прекария тоже сопровождаешь, соответственно, по этому пути и по этим вопросам? Да, безусловно, конечно, клиента мы не оставляем. Запросы эти, да, мы можем подготовить тщательно весь пакет документов, его подать, учитывая все требования, которые есть, но мы не можем исключить варианта, что конкретно сотрудник, который пакет этот проверяет, не запросит какие-то дополнительные документы. Здесь даже вопрос не всегда в предоставлении дополнительных документов. Здесь важно дать правильные пояснения по запросу, который приходит от сотрудника. То есть чаще всего достаточно, если пакет действительно исчерпывающий, то достаточно дать пояснения письменные, юридически подкрепленные, где мы даем разъяснения по конкретному пакету документов, исходя из того запроса, который есть. Если же, конечно же, этого не хватает, то для этого существует, если эти документы необходимо подготовить на территории Аргентины, значит, это наши партнеры готовят на территории Аргентины. Если эти документы требуются на российской стороне, соответственно, здесь как раз вступает в силу та доверенность, которая оставлена либо на нашего сотрудника, либо на сотрудника, ну, либо на каких-то знакомых, которые находятся на территории Российской Федерации, в зависимости от выбора клиента. И там уже готовится документ, апостилируется и отправляется в миграцию в кратчайшие сроки, чтобы как можно скорее удовлетворить тот запрос, который поступает. Вот. Поэтому, да, такие ситуации бывают. Здесь мы как бы не говорим, потому что здесь это живая система, это проверяют эти документы живые люди, поэтому такое бывает, что документы дополнительно запрашивают, поэтому мы клиентов стараемся об этом предупреждать и говорить о том, что действительно такой исход возможен. Но это никак не ухудшает саму ситуацию, единственное, что только вопрос времени, что подготовка этих документов может занять некоторое время. Спасибо, Иван. Мне кажется, мы осветили достаточно большое количество вопросов, которые, там, возможно, до сих пор возникают у тех, кто планирует свой переезд, изучают чаты, изучают видео на YouTube, изучают другие ресурсы, узнают какую-то информацию. Мне кажется, что мы сейчас позволили чуть-чуть сформировать некую картинку, да, от этого процесса, этого пути. Процесс действительно требует экспертизы, но при этом он в части вещей достаточно понятный, и когда этот процесс уже пройден не единожды, и есть уже примеры кейсов, есть специалисты, которые разбирают каждую конкретную ситуацию в индивидуальном порядке, этот процесс гораздо проще пройти. Да, безусловно. Я надеюсь, что наше видео, наше интервью поможет тем людям, которые проходят этот путь самостоятельно, какие-то не совершить ошибки и
не оступиться, назовем это так, и получить какой-то, наверное, положительный результат как можно скорее. Поэтому мы всегда болеем и рады, если даже люди просто обратились к нам за консультацией, мы пообщались, ответили на какие-то вопросы и помогли людям найти какое-то решение, чтобы они смогли уже в дальнейшем получить заветный статус. Поэтому был рад взаимно пообщаться. Если какие-то, я думаю, вопросы мы не осветили, то с удовольствием я ролик обязательно буду смотреть. В комментариях, если какие-то вопросы будут задавать, я готов ответить абсолютно бесплатно какие-то точные вопросы, потому что тема большая, и разговаривать о ней я могу очень могу долго разговаривать. Вот. Надеюсь, что это было полезно. Спасибо огромное. Спасибо. Пока. А какие ошибки со стороны заявителя могут способствовать продлению срока рассмотрения дела и задержке процесса получения ДНИ? Для тех, кто меня не знает, я эксперт по иммиграционному вопросу, потому что работаю в иммиграционной сфере много лет. И что я обычно вижу, не только с российскими рантье, но и со многими иммигрантами, это то, что они привозят с собой неполные документы. Например, в этой документации не указано, что представляет собой собственность. То есть привозят документацию типа письма, в котором написано: «Я жил в Санкт-Петербурге, у меня было имущество, расположенное на улице такой-то». Окей. Но этого мало. Вы должны предоставить мне документ о том, что это действительно ваша собственность. Это удивительно, что многие люди считают, что они могут просто написать письмо. В этом нет необходимости. Вы должны представить документацию, подтверждающую, что вы являетесь владельцем этого дома, или квартиры, или 10 машин. Может быть, это 10 автомобилей такси, и вы живете за счет них. Тогда вы должны мне показать, что каждая из этих машин ваша, что это имущество ваше. А еще эту собственность нужно легализовать. Однажды семья из 3 человек представила право собственности, но оно было фальшивым. Возможно, из-за спешки и незапланированного переезда предоставляют недостоверную документацию. Должен быть апостиль, подтверждающий принадлежность документа к российскому государственному органу. Вы должны привести и легализовать его здесь. Есть люди, которые вообще не переводят документы. Есть кто переводит в другом месте, которые не соответствуют юрисдикции места жительства, например, в Кордове, Розарио, Мендосе. Так что обычно это еще одна ошибка. Итак, у нас уже есть несколько самых распространенных ошибок. И, конечно, это приводит к тому, что решение занимает гораздо больше времени. Приведу пример с гражданами России, а именно с гражданками. Бывают случаи, что в документах фигурирует другая фамилия, чем та, что представлена в документе. И тут у нас еще одна сложность, потому что в паспорте представлена одна фамилия, а в документе о собственности фигурирует другая. Так что же тогда делать этому человеку? Ему придется пойти и исправить ситуацию. Если это невозможно сделать в российском посольстве, придется лететь напрямую в Россию. Так что это сильно усложняет процедуру подачи. В вашем видео я скажу, чтобы у людей была ясность, то когда они представляют документацию, она должна быть полной, потому что неполный пакет порождает задержки в получении резиденции. В чем разница между иностранцем, живущим в Аргентине по прекарии, и тем, кто с ДНИ? Muy buena pregunta, Daria, porque cuando la persona se radica, el primer documento que se le entrega es un documento, efectivamente, que se llama, es un documento precario, ¿sí?
Очень хороший вопрос, Дарья. Потому что когда человек подается на резиденцию, первый документ, который ему выдают, это прекария. У этого документа меньше возможностей, чем у окончательного документа под названием ДНИ. Национальный документ, удостоверяющий личность, который является последним этапом всего процесса подачи документов. То есть, как только заканчивается процесс проверки документации, о котором я вам говорил, между 3 и 6 месяцами миграционная служба выдает этому человеку ДНИ. Когда россиянин въезжает в Аргентину, у него есть 90 дней безвизового нахождения на территории страны. По истечении 90 дней этот человек должен покинуть страну. И спустя 6 месяцев он сможет снова вернуться в Аргентину. И многие семьи напуганы этим. Но когда вы начинаете процесс легализации, будь то по программе рантье, учебе, работе, вам предоставляется документ прекария. Как я уже говорил вам ранее, процедура обычно занимает больше времени, чем 90 дней. То есть от 3 до 6 месяцев. На этом может уйти год или 2. Но мы все еще не видим такой статистики у российских граждан. Но мы видим это у других национальностей, которые не предоставляют нужную документацию. Я вам приведу пример африканцев. Многие африканцы приезжают сюда нелегально. И процесс для них усложняется. Когда вы въезжаете в страну нелегально, эта процедура может занять у вас много-много лет. К гражданам России это не относится. Они, как правило, въезжают в страну легально. С прекарией вы можете покинуть страну и вернуться обратно, потому что вы не турист. Вы на рассмотрении запроса о резиденции. Другой пример. Россиянин представил документацию, что он работает в Турции, в Стамбуле, в Turkish Airlines. Поэтому ему приходится постоянно въезжать и выезжать из страны. И пока у него есть прекария, он может это делать. Но будьте внимательны, здесь тоже есть нюанс. Нельзя заезжать и въезжать все время, потому что вы находитесь в процессе легализации. Подразумевается, что человек приезжает обосноваться в стране, то есть он живет здесь. Речь не идет о том, что вам нужно съездить за документами в другую страну. Когда же у вас есть ДНИ, у вас нет проблем. Вы можете уехать в то время, когда захотите, и вернуться в то время, когда захотите. Однако даже тогда, если вы уехали на 8 месяцев и вернулись обратно, вас впустят. Однако в процессе получения гражданства могут возникнуть сложности. И это нужно учитывать. Как вы оцениваете, снизилось ли количество заявлений на резиденцию по программе рантье после июньских изменений в 2023 году? Acuérdate que no son solicitudes de ciudadanía, son solicitudes de residencia. Sí, la residencia es para residir, la ciudadanía es cuando la persona solicita hacerse argentina. Количество заявок на подачу на резиденцию уменьшилось. Но я считаю, что это связано с рядом факторов, в том числе в связи с российской внутренней политикой. Аргентина не совсем стабильная страна. Она очень изменчива. Жизнь в Аргентине можно назвать американскими горками. Много раз мы поднимались и спускались очень быстро, а иногда немного спокойнее. Я не знаю, влияет ли это также на то, почему в какой-то момент подается не так много заявок. Правда в том, что Аргентина — страна, открытая для миграции, и Конституция нашей страны прямо указывает на то, что граждане из любой точки мира с радостью принимаются. Граждане многих стран мира решают остаться здесь, чтобы жить не только какое-то время, но и действительно остаться на всю жизнь. Поэтому это страна с большим количеством эмигрантов. Мы такие же, как и Соединенные Штаты. Скажем, 2 страны с самым высоким показателем эмигрантов. У нас есть, например, мигранты из Индии, из Китая, России, откуда угодно. Австралии, Новой Зеландии, Африки. Много африканцев приезжают сюда. Аргентина всегда открыта. Она открывает свои двери, чтобы принимать эмигрантов, когда мир нуждается в этом. Как видно из рекомендаций обоих специалистов, процесс легализации в Аргентине довольно простой. Но получение положительного и быстрого решения по резиденции зависит от следующих факторов. Первое. Определить четкий перечень документов, необходимых для подачи в Миграсьонес. Второе. Подготовить пакет документов на территории России до отъезда и соответствующим образом их удостоверить, проставить апостиль. Третье. Подобрать подходящее место проживания на территории Аргентины. Четвертое. Подготовить дополнительный пакет документов на территории Аргентины. Пятое. Осуществить перевод российских документов у лицензированного переводчика. Шестое.
Легализовать переведенные документы. 7. Подать документы в Миграсьонес. Весь этот путь можно пройти самостоятельно и без привлечения специалистов. Однако кто-то выбирает обратиться за помощью к профессионалам, которые на каждом этапе смогут грамотно и опираясь на многолетний опыт указать на ваши ошибки, помогут избежать отрицательных решений, конкретно учитывая особенности вашей ситуации. Желаю вам, чтобы так или иначе вы пришли к заветной цели. Надеюсь, в этом видео вы получили ответы хотя бы на некоторые свои вопросы. А если нет, задавайте их в комментариях или в личных сообщениях. Контакты для связи со мной вы найдете в закрепленном сообщении под этим видео. Я вас поздравляю с наступающим 2024 годом. До встречи в новом году! We'll be right back.